Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такие очаровательные воротнички. Давайте рассмотрим его поближе. Воротник состоит из 14 рядов. Я вязала его из плотных ниток. И вам рекомендую, потому что здесь есть рельефные столбики. А как мы знаем, рельефные столбики лучше смотрятся из ниток потолще. Если будут слишком тоненькие, то не так будет виден узор. Да и такой воротник удобнее носить под верхнюю одежду. Он не заминается. Связала вот в двух цветах. Один серо-бежевый. Давайте сразу скажу про нитки. Этот воротник я вязала из ниток кудильница. Состав их 60% хлопок, 40% лен, в 100 граммах 500 метров. Очень приятная нитка, натуральная. Воротник получается винтажный, очень уютный. Так, что касается вот этого серо-голубого воротничка, их я вязала из таких вот ниток. Тоже матовая нитка, мягенькая, очень приятная. Мне кажется, хорошо подходит именно для этого воротничка. Это нитки кабле семеновская пряжа. Это 100% хлопок. В 100 граммах 430 метров. Теперь, что касается размера воротничков. Количество петель я набирала одинаковое в начальной цепочке. Вот этот бежевый воротник, который связан из кудильницы, получился размером 58 сантиметров. А второй воротничок из семеновской пряжи, я его даже сама еще не измеряла в конечном результате, какой у меня получился. Так. Ну, также 57-58 сантиметров. Ну, одинаковые воротнички. И по ширине одинаковые. Вязала их крючком номер 2 миллиметра. Может быть, поэтому они и получились одинакового размера у меня. Так, вот лицевая сторона. Очень красивые воротнички. Вязать его легко, просто. Мы с вами все подробно разберем. Если вам нравится такой воротничок, поставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Также хочу напомнить, что вы можете поддержать канал, подписаться. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Спасибо большое. Так, вот такие красивые воротнички. Я их связала буквально за один вечер, 2 воротника. Вот такие. Можно вязать на размер поменьше. Ну все, мы подробно разберем. Не нужно делать блокировку. Я даже их не утюжила, не отпаривала. Но если у вас будет вдруг воротничок не очень ровный, вам захочется его сделать влажно-тепловую обработку, то, конечно, из-за того, что есть рельефные столбики, лучше делать это с изнаночной стороны на махровом полотенце каком-то и не сильно прижимать, чтобы рельефные столбики были такими же объемными, фактурными и не плоскими. Мне кажется, эта кайма очень украшает воротничок, и если она примнется, то уже не так будет смотреться. Итак, делаем начальную петлю. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И в первую петлю, в начальную, провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2,
3, накид, и в третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Три воздушные, 1, 2, 3, накид, в третью петлю провязываем столбик с накидом. Вот что у нас получается, такая цепочка. Мы с вами провязали 3 звена, вяжем до нужной длины, и количество таких звеньев должно быть нечетным. Давайте провяжем ее и встретимся. Итак, наша цепочка готова. У меня получилось длиной 53 сантиметра. Но надо учитывать, что она еще потом немножко растянется после влажно-тепловой обработки. Итого я набрала 45 звеньев в цепочке. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли подъема, начальный столбик, и еще 2 воздушные петли, арочка. Вот здесь мы закончили вязать, разворачиваем на другую сторону. И теперь под цепочку из 3 воздушных петель вставляем крючок в середину звена и провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Следующее звено в середину, также под арочку из 3 воздушных петель, столбик без накида. 3 воздушные, в следующее звено столбик без накида. Итак, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Арки у нас все из 3 воздушных петель. Подходим к концу ряда. 3 воздушные петли, столбик без накида в следующее звено. И заканчиваем ряд 2 воздушные петли и столбик с накидом, накид, в начальную петлю воздушную. Так. Провязали столбик с накидом. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем, делаем 2 накида, провязываем в арочку из 2 воздушных петель сюда вот столбик с 2 накидами не до конца, 2 петли на крючке, 2 накида, и теперь вставляем крючок в столбик без накида, провязываем столбик с 2 накидами не до конца, 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Вот такой сплит из 3 столбиков у нас с 2 накидами. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. И снова вяжем сплит из 3 столбиков с 2 накидами. Первая ножка в тот же столбик без накида, 2 накида, вторая ножка в арочку из 3 воздушных петель, закрыли 2 накида, снова делаем 2 накида и третью ножку провязываем в следующий столбик без накида.
4 петли, закрываем. Провязали сплит из 3 столбиков с 2 накидами. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И снова вяжем сплит из 3 столбиков. 2 накида. Первая ножка в тот же столбик без накида. 2 накида. Вторая ножка в арку из 3 воздушных петель. 2 накида. И третья ножка в следующий столбик без накида. Закрываем все петли на крючке. Провязали еще сплит. Далее арка из 4 воздушных петель. Так вяжем до конца ряда. Сделали арку из 4 воздушных петель. И нам осталось сделать последний сплит. Также первую ножку вяжем в тот же столбик без накида. Вторую ножку провязываем в арку, которая у нас образована цепочкой из 5 воздушных петель. И третью ножку провязываем в третью воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика. Здесь надо немножко послабее вязать, нитка сварится. 4 петли закрываем. Все, последний сплит готов. Ну что у нас получается? Провязали второй ряд, вяжем третий ряд. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, разворачиваем. Выполнили начальный столбик с накидом. И в следующую арку провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Переходим к следующей арке и также в нее провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Итак, в каждую арку провязываем по 4 столбика с накидом. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно и встретимся в конце ряда. Пока я тут ходила, вязала ряд, дочка мне оставила записочку. Вот хочу и вам показать. Любит она мне всякие сюрпризики устраивать. Так, убираем. Он тут даже резкость мне навела. Итак, провязали последние 4 столбика с накидом в арку и делаем еще один столбик с накидом кромочный в вершину начального сплита. Завершаем ряд. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем и сюда же в вершину столбика последнего провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика и в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 в следующий столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. У нас здесь арки из 3 воздушных петель. Итак, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и делаем 1, 2, пропускаем столбик без накида в вершину
первого столбика с накидом. 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем, еще 2 воздушные петли арка, и в первую арку провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. У нас здесь также арки из 3 воздушных петель. Подходим к концу ряда. 3 воздушные петли и столбик без накида в последнюю арку из 3 воздушных петель. Теперь делаем 2 воздушные, 1, 2 и столбик с накидом в первый столбик без накида. Вот такая арочка у нас сформировалась. 5-й ряд у нас готов. 1, 2, 3, 4, 5. Правильно, 5-й ряд. Вяжем 6-й ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Развернули. И в первую арку из 2 воздушных петель провязываем столбик с накидом. Так. В следующую арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Итак, в каждую арку этого ряда провязываем по 3 столбика с накидом. Дойдем до конца ряда и встретимся, закончим его вместе. Итак, провязали 3 столбика в арку и делаем в последнюю арочку 1 столбик с накидом под арку и 1 столбик с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Вставляем крючок в цепочку. Так, провязали столбик с накидом последний. 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд. Так, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, разворачиваем, 2 накида, и в промежуток между 2-м и 3-м столбиком, вот сюда вставляем крючок, провязываем столбик с 2 накидами. Провязали начальный сплит. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арка, 2 накида, вставляем крючок сюда же в промежуток. Вот у нас группы из 3 столбиков, и между ними такая вот отверстие. И вот будем вставлять крючок вот в промежутке. Первая ножка сюда же, куда мы провязывали 2-ю ножку предыдущего сплита. 2 накида. А в следующий промежуток между группами из 3 столбиков вяжем 2-ю ножку, столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли закрываем. 3 воздушные, 1, 2, 3. 2 накида. Вставляем крючок сюда же, куда и последнюю ножку провязывали.
Провязали первую ножку, 2 накида и вторую ножку вяжем в следующий промежуток. Закрываем. 3 воздушные, 1, 2, 3. Давайте еще раз провяжем такой сплит. Первую ножку сюда вставляем крючок между двух групп из 3 столбиков. Вторая ножка в следующий промежуток. Три воздушные, арочка. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Провязали последний сплит, 3 воздушные петли. И теперь нам нужно сделать завершающий сплит. Итак, сделали 2 накида, первую ножку в ту же арочку, вот в этот промежуток, 2 петли на крючке, 2 накида и вторую ножку в вершину начального столбика в 3 воздушную петлю подъема. Провязали. 7-й ряд у нас готов. Вяжем 8-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем. В арку из 3 воздушных петель провязываем 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4. Провязали. Переходим к следующей арке и в нее также провязываем 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4. Итак, в каждую арку провязываем по 4 столбика с накидом. Подошли к концу ряда, провязали последние 4 столбика в арку и делаем последний кромочный столбик с накидом в вершину первого сплита. Чтобы наш краешек был ровненьким. 8-й ряд у нас готов. Вяжем 9-й ряд, воздушная петля подъема, разворачиваем, столбик без накида в этот же столбик, выполнили начальный столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем столбик без накида. Так вяжем до конца ряда арки из 3 воздушных петель. Итак, провязываем последнюю арку, 3 воздушные петли. У меня здесь осталось вот один столбик, второй. Немножечко смухлюю и сделаю вот сюда подарочку, провяжу столбик с накидом. Вот так. Я пересчитала все арки, у меня их получилось 80. Нужно, чтобы в этом ряду было четное количество арок. Если вдруг у вас нечетное, можете как-то в серединке здесь воротника распределить, пропустить или 1, или 3 столбика. Ну, постарайтесь, чтобы этих арок было четное количество. Иначе последний ряд будет проблематично тут подогнать. Так, 9-й ряд у нас готов.
Вяжем 10 ряд. 3 воздушные петли, столбик, разворачиваем, еще 2 воздушные петли, 1, 2, столбик без накида в первую арку, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую. И так вяжем до конца ряда арки из 3 воздушных петель. В каждую арку провязываем по столбику без накида. Итак, провязали 3 воздушные петли, последняя арка. Вяжем столбик без накида в арочку в следующую, 2 воздушные, 1, 2 и столбик с накидом в вершину начального столбика без накида. Вставляем крючок за 2 половинки, провязали. 10 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 11 ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем и в этот же столбик провязываем столбик без накида. Делаем начальный столбик. Накид, пропускаем арку из 2 воздушных и в следующую столбик с накидом. Одна воздушная петля, еще один столбик с накидом в эту же арку, воздушная петля, 3 столбик с накидом сюда же, воздушная петля, накид и 4 столбик с накидом в эту же арку. Провязали 4 столбика с накидом. Столбик без накида в следующую арку. Теперь в следующую арочку также вяжем 4 столбика. Итак, вяжем столбик с накидом, воздушная петля, арка, 2 столбик с накидом, воздушная петля, 3, воздушная и 4 столбик с накидом сюда же в эту арку. Вот такой веер. В следующую арку столбик без накида и также в следующую арку 4 столбика с накидом. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последний веерочек из 4 столбиков с накидом. Теперь делаем столбик без накида в 3 воздушную петлю. Вот у нас арка из 5 воздушных. Вот в середину этой арочки вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Одиннадцатый ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем и в следующую арку между первым и вторым столбиками с накидом провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку столбик без накида. Выполнили 2 арочки. Далее у нас идет скрученный сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Смотрим внимательно. Вот у нас следующий столбик без накида.
Он у нас провязывался вот в эту арку. Эта арка у нас оформлена вот один столбик без накида, вот второй столбик без накида. И сплит мы будем вязать первую ножку, столбик с двумя накидами, вокруг второго столбика, а вторую ножку сплита будем вязать вокруг первого столбика без накида. Итак, делаем 2 накида, вставляем крючок спереди назад вокруг второго столбика без накида, заводим, вытянули ниточку и закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, возвращаемся к первому столбику, заводим крючок вокруг этого первого столбика и провязываем как бы рельефный лицевой столбик с 2 накидами, но не до конца. Закрыли 2 накида. Так, еще одна ниточка вот рассваивается. Вот, 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Вот такой скрученный сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Далее вставляем крючок между первым и вторым столбиками с накидом, провязываем столбик без накида. Сейчас еще раз такой сплит провяжем. 3 воздушные, в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные, в следующую арку столбик без накида. Вот на каждом веере у нас по 2 арочки из 3 воздушных. И далее снова идет сплит скрученный. Итак, делаем 2 накида. Вот арка, второй столбик, первый столбик. Заводим крючок под второй столбик. Провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида. Заводим крючок вокруг первого столбика спереди назад и провязываем второй столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Сплит готов. Столбик без накида в следующую арку из 1 воздушной петли, 3 воздушные, в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные и в следующую арку столбик без накида. И далее снова идет сплит. Давайте еще раз провяжем. 2 накида сделали. Вот эта арка. Заводим крючок. Можно цеплять за передние стенки столбика, кому как больше нравится. Вот у нас 2 петелечки, можно вставить крючок под эти вот 2. Но у меня, я туго вяжу, поэтому мне удобнее вот так делать. Просто заводить под целый столбик крючок. Провязываем первую ножку, 2 накида, и теперь за вторую ножку, за второй столбик без накида, закрываем. Вот такой сплит. Столбик без накида в следующую арочку. Далее идут 2 арки из 3 воздушных. Вот что у нас получается, вот такие объемные столбики. Они вот придают вот такой эффект, рельефчик. Не знаю, видно? Да, вот так хорошо видно. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель. Столбик без накида в следующую арку. И сделаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Просто соединим, чтобы у нас был краешек ровным. Вот. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд. Воздушная петля подъема. Разворачиваем.
И в первую арку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2, 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку 2 столбика без накида. Теперь в следующий столбик без накида провязываем столбик без накида, пропускаем скрученный сплит, в следующий столбик без накида, столбик без накида, в арку 2 столбика без накида, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арочку 2 столбика без накида, в следующий столбик без накида провязываем столбик без накида, пропускаем скрученный сплит, в следующий столбик, столбик без накида, в арку 2 столбика без накида, 3 воздушные петли, в следующую арочку 2 столбика без накида, в следующий столбик, пропускаем сплит, в следующий столбик. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подошли к концу ряда, сделали 3 воздушные петли. Последнюю арку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И соединяем. Так, давайте посмотрим. Вот в этот столбик делаем просто соединительную петлю. Чтобы завершить наш ряд. Так, 13 ряд у нас готов. Вяжем последний 14 ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем, столбик без накида, в следующие 2 столбика без накида. 1 и в следующие 2. Подошли к арке из 3 воздушных петель и провязываем такую комбинацию: столбик без накида, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем соединительную петлю в 3-ю петлю от крючка. Получилось пико. 1 воздушная петля еще для симметрии. И в эту же арку провязываем столбик без накида. Теперь в следующие столбики 1 столбик без накида, в следующий еще столбик. Так, пропускаем 2 столбика и в следующие 2 по столбику без накида. Снова подошли к арке и в нее провязываем такую же комбинацию: столбик без накида, 3 воздушные петли для пико, соединяем в 3-ю петлю от крючка соединительным столбиком, и еще 1 воздушная петля для симметрии и столбик без накида в эту же арку. Провязали. В следующие 2 столбика по столбику без накида. 1, 2. Пропускаем 2 столбика и в следующие 2 также по столбику без накида. 1, 2. Снова подошли к арке. Давайте еще раз провяжем. Столбик без накида в арку, 3 воздушные
соединяем, 1 воздушная, столбик без накида сюда же. Вот что у нас получается. Все, продолжаем вязать 2 столбика без накида, пропускаем 2, в следующие 2, тут 4 столбика получается, и обвязываем арочки. Провяжем ряд самостоятельно и встретимся. Итак, сделали последнее пико, обвязали арочку. Теперь в следующие 2 столбика по столбику без накида 1 и 2 в следующий столбик. Все, ниточку я отрезаю, сделали закрепочку. Сейчас спрячем кончик. Нам осталось сделать завязки. На этом воротничке я сделала вот такой шнурочек. Этот у меня состоит из 6 ниточек, но сейчас, наверное, сделаю из 4. Ну, сейчас посмотрим. Вот 4 сложения, если... Да, наверное, будет достаточно. А если добавить еще 2, ну-ка, если из 6, то, наверное, будет слишком толстый и тяжелый. Сделаю из 4 ниточек. Так, длина завязки у меня вот 30 сантиметров. Значит, отрезаем в 2 раза больше, 60, давайте 65 сантиметров сделаем. 2 отрезка по 65 сантиметров. Вот такая веревочка будет у нас. Итак, вставляем, присоединяем к уголочку воротничка, складываем пополам и скручиваем, делаем 2 жгутика и соединяем их между собой. Такие шнурочки я еще училась делать в пионерском лагере, не знаю, в классе в 3 или в 4 я училась, и мне так нравился этот урок труда в лагере, и вот до сих пор плету такие шнурочки. Разделяем на 2 половинки, скручиваем каждую половинку в отдельности и отпускаем, они между собой скрутятся. Но я думаю, все умеют делать такие шнурочки, давайте сделаем самостоятельно. Так, потом на конце просто завязываю узелочек, и получается такая кисточка. Так, немножко расправим наши узоры. Завязки готовы. Вот такой красивый воротничок у нас с вами получился. Я его ничего не отпаривала, не блокировала. Он хорошо держит форму. Очень нарядный воротничок. Я думаю, вам понравилось вязать его. Как видите, несложно, интересно, и результат очень даже неплохой. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек, и до новых встреч!